This было conference will now суматошное be утро. recorded. Ага, ой, и как раз говорится, что конференция будет записана. Так, договорились. Но сегодня мы поговорим о программах поступления. Да, у нас так была заявлена тема, именно как поступать в канадские вузы, что для этого нужно. Я пытаюсь как-то организовать свой экран, чтобы мне было видно ваши вопросы в том числе. Это не очень удобно. Окей. Ну, поехали. Если вдруг что, если я какие-то вопросы упущу, то, наверное, давайте я в конце презентации на них отвечу, потому что не очень удобно видеть два экрана вместе. Кто меня не знает, меня зовут Алена, я занимаюсь рекрутментом студентов из стран СНГ, в основном это Россия, Украина, Казахстан, да, поэтому если у вас будут вопросы, всегда можете обращаться, я на связи. И я представляю языковую академию ILAC в Канаде. Вообще у нас две организации. У нас есть ILAC как языковая академия, вот с таким красным логотипом, и у нас есть второе учебное, так скажем, заведение. Это частный колледж, называется ILAC колледж, да, где там программы работы и учебы. Если у нас останется время, я, в принципе, готова рассказать и про них тоже. Итак, мы находимся в Торонто, в Ванкувере, и у нас вообще мы являемся самой крупнейшей языковой академией в Канаде, потому что к нам приезжает около 18 тысяч студентов в год, 18 тысяч, да, то есть это большое количество. Мы являемся самой многонациональной школой, к нам приезжают студенты из 80 стран мира. И когда я говорю про многонациональность школы, это не только студенты, но, в принципе, наш персонал тоже представлен из разных стран, да, потому что мы должны уметь оказывать сервис на разных языках мира нашим студентам. Вообще у нас сейчас 9 корпусов, и в этой презентации, я вам не включила их, я вам покажу здесь. На нашем сайте ilac.com, сейчас я пытаюсь подвинуть свой экран, сейчас, секунду, я его сверну. Вот. Так, окей. Так, извините, технические заминки, пытаюсь его подвинуть. На нашем сайте есть такая страничка ilac.com/locations, ну или вы можете пройти вот здесь вот. И здесь вы можете посмотреть в формате видео все наши корпуса в Торонто и Ванкувере. Также вы можете посмотреть в формате, соответственно, фотографий, да, как вы видите сейчас на экране, очень-очень светлые, красивые корпуса в стиле бутик, как мы его называем. Также тут вот сейчас Торонто. Сейчас Торонто вам покажу. Вот Торонто. Супер стильные, классные корпуса. В школе всего у нас 22 года. То есть уже на рынке мы достаточно давно. Но несмотря на это, мы всегда обновляем наше место, где студенты обучаются. Вот. Также вы можете по этой же ссылке найти Google Maps, такой тур, когда студенты могут, в принципе, вот пройти из одного класса в другой, да, по стрелочкам, и посмотреть, как же выглядит школа. В принципе, я не знаю, стоит ли вам, коллеги, рассказывать, почему выбирают Канаду прежде всего, но я пробегусь, может быть, есть из вас новички, которые, в принципе, никогда в Канаду не отправляли, не знают, с чем ее едят. В принципе, когда мы говорим о Канаде, всегда говорим о возможности. Какие возможности вообще Канада дает? Ну, прежде всего, что тут греха таить, это иммиграционные возможности, да, это возможность трудоустройства, потому что Канада страна незаселенная достаточно, и Канаде требуются рабочие кадры, поэтому, когда вы выпускаетесь из государственного вуза канадского, то вы получаете открытую рабочую визу. Да, это называется Postgraduate Open Work Permit, это рабочее разрешение даже. Как это работает? Если вы учились 1 год в канадском вузе, в государственном, тогда вы получаете рабочее разрешение на год.
Если вы учились от 2 лет и больше, это может быть 2, 3, 4 года, то вы можете податься на рабочее разрешение, и вам могут дать до 3 лет это рабочее разрешение, да. То есть вот так система работает. Это большой, конечно, плюс. В чем еще плюс, что, как правило, после года работы по специальности студент может податься на вид на жительство. И я, в принципе, тоже была таким студентом. И вот про все вот эти критерии я, когда рассказываю, всегда опираюсь на свою историю, так скажем. Да? Я отучилась в МГУ на бакалавриата, потом я отработала где-то примерно 4-5 лет. И в возрасте 26 лет я решила продолжить свое обучение именно в Канаде. Выбрала Канаду сознательно, потому что мне прежде всего понравилось, что я получу рабочее разрешение по окончании и получу не только иностранный диплом, но и также для своего резюме могу указать, что я проработала в иностранной компании в Канаде. Да? Если я захочу, смогу остаться, что в принципе случилось. Да? Я сейчас живу в Торонто уже на протяжении 7 лет. И второй критерий – это доступность образования. То есть по цене Канада оказалась дешевле, чем Америка, чем Австралия, чем та же Англия, да, всеми любимая. Поэтому, как правило, Канада выходит дешевле по стоимости, чем другие англоязычные страны. Возможность трудоустройства. Как правило, программы работают так в канадских вузах. Если программа обучения в вузе существует, значит, такие кадры нужны Канаде. Да? То есть в основном студенты устраиваются по специальности работать. Это не как вот бывает в России, Украине, студенты не устраиваются, да, по специальности, как правило, работать. Да? Ну, у меня вот так случилось с выпускниками из того же МГУ, ну, буквально единицы устроились работать по специальности. И здесь все-таки обучение настолько практичное, что и даже многие программы имеют КОАПы, это рабочие семестры, что когда ты выпускаешь, у тебя есть уже, во-первых, опыт работы, уже представление, как вообще этот рынок труда работает. Стабильность и безопасность, да, ну это по всем там статистическим данным, что Канада входит, во-первых, как правило, в 5. В прошлом году это было номер 1 в мире по уровню жизни. Тут у нас бесплатная медицина. Здесь у нас достаточно длинные декретные отпуска до 1,5 лет, да, есть пособия по безработице и так далее. То есть вот эти все нюансы складываются в пункт 3 и 5 на вашем экране, да, это по качеству жизни Канада, конечно, лидирует. И 4-й пункт, который я, да, так проскочила, многонациональный состав. Когда мы говорим, в принципе, про Канаду, то нужно понимать, что это страна иммигрантов, и в этом есть на самом деле свой большой плюс, потому что ты себя не чувствуешь человеком какого-то второго сорта, да, потому что здесь очень много национальностей, и у вас, в принципе, равносильные права. Да. Поэтому я увидела для себя лично большим преимуществом того, что я как человек новый для страны имею те же возможности, как и люди, которые здесь проживают давно. Ну, раз мы говорим сегодня про систему образования, давайте вам покажу вот такую табличку. Да, это система образования в Канаде. Чтобы ее понять, нужно вообще, в принципе, наверное, забыть, что такое система образования в странах СНГ. И объясню, почему. Значит, в принципе, в Канаде сейчас у нас 12 классов обучения. Я знаю, что сейчас в некоторых странах это тоже вводится, и у нас тоже, да, в России, в Украине это все вводится. И некоторые школы сейчас тоже перешли на 12 классов, но тем не менее основное это 11 классов обучения. Хорошая новость – то, что школа средняя из стран СНГ, она котируется, поэтому студенты, у которых ограниченный бюджет, им не обязательно заканчивать среднюю школу в Канаде. Но есть такие студенты, точечно бывают, которые там несколько у нас было в этом году, которые начали обучение в средней школе. С какой же целью студенты все-таки
например, даже с нашей школы, да, с нашей базой идут в среднюю школу Канады. Прежде всего, если у них плохие оценки, и они хотят поступать в одни из топовых мировых вузов здесь, в Канаду. Ну и, конечно же, классные, крутые вузы, они будут смотреть обязательно на ваши оценки, прежде всего, да, ну и английский язык в том числе. Поэтому эта возможность дается тем студентам, у которых плохие оценки, они могут поднять свои оценки вот за эти 1 или 2 года обучения в средней школе в Канаде. Да? Как правило, эти студенты потом уже претендуют на топовые вузы, как я уже сказала. Некоторые студенты по своим каким-то причинам решают заканчивать последние, да, годы жизни, годы обучения в школе, уже заканчивать здесь, в Канаде. То есть такие тоже студенты бывают, но в основном, как я уже сказала, с целью все-таки повышения своих грейдов, своих оценок. После средней школы, средняя школа это может быть канадская, либо иностранная, у вас есть два таких стрима основных. Вы можете поступать либо в колледж, либо можете поступать в университет. Колледж не является ПТУ, колледж это не какое-то вот учебное заведение, где образование там в разы хуже, чем в университете. Поэтому, когда я вам говорила, чтобы понять образование в Канаде, вам нужно забыть, что такое колледж в нашем представлении, да? Чтобы вам легче было, скажу вам, что я закончила МГУ, да, бакалавриат, и потом я пошла именно в колледж на второе высшее. Я выбрала это сознательно, я не пошла в магистратуру, и чуть позже расскажу, почему. Итак, колледж либо университет. Если вы хотите заниматься научной деятельностью, да, либо, может быть, вы хотите стать медиком, врачом, юристом, или любой другой научной там специальностью, то вам нужно идти в университет. Здесь более научные теоретические знания даются. Обучение на степени бакалавра проходит 4-5 лет, магистр 1-2 года. Да, ну и докторская уже 3 с лишним лет. Если вы хотите заниматься более прикладными вещами, хотите выучить более, наверное, не побоюсь этого слова, узкую специальность себе получить, конкретную, то вам нужно идти в колледж. Да? Здесь обучение может быть от года, и также, внимание, вы можете получить бакалавриат при колледже тоже. То есть есть 4-летний прикладной бакалавриат, он так называется. Вот. Программы могут быть более короткие, да, то есть 2-3 года. Вот здесь вот сразу нашим студентам становится непонятно вообще, что это такое. Здесь, в принципе, в Канаде нет такого, как вам сказать, знаете, как у нас, вот я помню, в России обычно, когда смотришь на сайты работ, ищут продавца с 2 высшими образованиями, ну или как минимум с 1 и со знанием английского языка или нескольких. Да? То есть не всегда, согласитесь, на конкретные какие-то профессии вам нужно иметь даже вот законченный бакалавриат, а то и магистратуру. То есть нет такой панацеи в Канаде, что вот нужно обязательно иметь какой-то degree. Здесь все-таки больше ценится, наверное, опыт работы. Поэтому многие все-таки студенты, особенно иностранцы, да и канадцы тоже, где-то 50% канадцев вообще не имеют степени бакалавра. Да? Они нормально живут и с вот этими колледжскими дипломами. Вот эти вот студенты проходят более короткие программы. То есть вы можете пройти 2-летнюю, 3-летнюю программу и уже приступить к работе. И уже в скором времени податься на иммиграцию. Если вы захотите вдруг продолжить свое обучение, вы всегда можете доучиться. Не начинать сначала, а доучиться. И вот видите, вот эти черные стрелочки, что она означает? Что вы можете трансфер сделать из колледжа в университет. То есть вы отучились, например, 2 года в колледже, вы можете потом сделать трансфер, отучиться 2-3 года в университете. Да? То есть вот эта вот такая возможность тоже дается. Если мы говорим про прикладной бакалавриат, то опять-таки же он нацелен более на конкретную специальность. Ну, например,
Если мы говорим про IT, да, сферу, сейчас очень популярная, многие студенты стремятся в нее. Если мы говорим про университет, то это будет специальность Computer Science. Да, то есть как наука вам будет преподаваться. Если мы говорим про колледж, то здесь уже можно выдать список, я не знаю, бесконечный список специальностей. Это может быть защита сетей, это может быть специалист по разработке мобильных приложений, это может быть 3D-анимация и так далее. То есть вы понимаете разницу, да, то есть более прикладная конкретная профессия. После окончания уже либо в колледже, либо в университете, да, после получения там, первичного образования, вы можете пойти на postgraduate программы при колледже. То есть, опять-таки же, они более прикладные, и более того, многие специальности подразумевают рабочий семестр. Он называется co-op. Да? Это почему в том числе я выбрала обучение в колледже, потому что я хотела уже выпуститься с опытом работы. Как правило, в университетах очень мало таких программ. Если они присутствуют, то, как правило, это критерий того, что этот университет раньше был колледжем, и у них еще остались вот те, да, нюансы от колледжского образования. Но классические университеты, как правило, не имеют вот этот рабочий семестр. Что значит рабочий семестр? Рабочий семестр или семестр КОАП должен быть связан со специализацией, которую вы учите. Да, если вы на программе по маркетингу, то ваш КОАП, ваш рабочий семестр должен быть тоже в маркетинге. Да? Если вы там учите продажи условно, тогда вы должны тоже работать в продажах и так далее. Да? То есть в этом есть, наверное, большой плюс, потому что вы можете во время вот этого рабочего семестра проявить себя и найти своего потенциального работодателя. То есть многие студенты устраиваются на работу через свой КОАП. В том числе, какой большой плюс, что колледжи помогают студентам с трудоустройством. Они пишут с вами резюме, да, помогают его штудировать, потом проходят с вами такие пробные собеседования. То есть это тоже такой большой плюс. Ярмарки вакансий проходят и так далее. То есть колледж тоже заинтересован, чтобы вы этот семестр прошли, иначе вы не сможете выпуститься. А что касается магистратуры, многие студенты удивляются, когда они приходят в университет на магистратуру и видят, что классы гигантские, то есть это могут быть классы там, по 200-300 человек лекционных залов, где в принципе нет никакого индивидуального подхода к каждому студенту, нежели как это проходит в колледжах. И в основном студенты чем занимаются на магистратуре, это пишут thesis, да, это научную работу под руководством научного руководителя. Да. То есть опять-таки же вот помнить вот эту градацию, я думаю, стоит. Научные теоретические знания в университете более прикладные, конкретные в колледже. Если у вас есть какие-то вопросы, коллеги, тогда задавайте. Да, по ходу я буду рада ответить. Вот пока вы еще меня слушаете, не соскучились, хотела спросить. Как вы думаете, что нужно для того, чтобы поступить в канадский вуз? Напишите свои варианты ответов. Вот в чате у вас есть внизу чат. Что нужно для того, чтобы поступить в канадский вуз? Как вы думаете? Какие есть требования, да? Какие минимальные? Так. Меня слышно, да? Да, слышно, все хорошо. Коллеги думают пока? Верно, думаю, да, давайте подождем, может, вы еще расскажете. Сертификат языковой пишут, ага. Так, ну, пока вы отвечаете, буду вам подсказывать. Ну, да, нужно, конечно, доказать, что у вас есть язык, да? Каким образом доказывается, что у вас есть достаточный уровень английского языка?
Всегда, когда вы смотрите требования поступления на каждое там конкретное учебное заведение, они всегда прописывают, да, какой балл им нужен по TOEFL или IELTS. Это, наверное, самые такие ходовые, распространенные в Канаде. Это TOEFL и IELTS, международные экзамены. Как правило, по IELTS это 6,5. И если у вас, например, не имеется международного вот этого сертификата, то, в принципе, вы можете пройти языковой курс под названием Pathway, да, про который мы сегодня более подробно поговорим. По поводу языка понятно. Что еще нужно? Средства, да, нужны деньги, с чего мы тоже начинали сегодня. Конечно, без этого не обойтись. Образование, несмотря на то, что оно дешевле, чем в других странах англоязычных, тем не менее, все равно средства нужно иметь. Чтобы вы понимали, сразу, наверное, проговорим это. В колледже стоит обучение в год где-то 15 тысяч канадских долларов, да, в год. Вот, если вы учитесь, например, на 2-летней, 3-летней программе, 4-летней, опять-таки умножаете это на количество лет. Да? Потом, что касается обучения в университете, то здесь в среднем где-то от 26 тысяч канадских долларов в год, бывает 40 тысяч канадских долларов, то есть в зависимости от специальности, в зависимости от вуза. Если это цены дорогие для вашего клиента, то здесь можно предложить, например, менее популярные провинции. Это может быть не Онтарио, Британская Колумбия, это может быть северные какие-то провинции, да, которые заинтересованы в притоке иммигрантов. И тут уже цены могут быть в разы дешевле. Это может быть частные вузы, да, то есть у нас тоже есть частный колледж, тут программа, как правило, там в 2 раза дешевле, чем в государственных вузах. Да, то есть такие варианты тоже имеются. Но если мы говорим про государственные, то я вам уже сказала. Да? Извините. И второй момент, что все цены в канадских долларах. То есть, да, имейте в виду, он дешевле американского. И где-то по отношению к рублю он где-то был 50, насколько я помню. Не смотрела недавно, надо посмотреть будет, но всегда дешевле. Оценки. На оценки смотрят обычно профильные, да, то есть они смотрят, например, если у вас бакалавриат, то нужно, конечно, перевести, да, свой диплом, как правило, там тоже написаны оценки. Если вы заканчиваете 11 класс и еще не закончили, то обязательно имейте в виду, что нужно заниматься поступлением в канадские вузы заранее, потому что они бешено популярные, программы заканчиваются достаточно быстро, места на программы заканчиваются быстро, и некоторые студенты у нас за год подаются. Вот, имейте в виду. В чем есть большой плюс в Канаде, что интейков или начало обучения в вузы несколько. Это может быть январь, это может быть май, и это может быть сентябрь. Это основные. Некоторые вузы даже там делают еще наборы там, в феврале и в другие месяцы. Поэтому мы, когда у нас поступает клиент, то мы рассматриваем разные, да, варианты. Во-первых, когда он к нам обратился, во-вторых, закрыты ли программы на ближайший интейк, и нужна ли ему подготовка языковая. Да? То есть вот эти все критерии мы отсматриваем. Что еще? Ну, давайте перейдем тогда к программе Pathway. И чем вообще, в принципе, ILAC прославился? Тем, что где-то 18 лет назад ILAC открыл в Канаде программу Pathway. Эта программа стала очень популярной, и на протяжении 22 лет мы заключали договора с вузами. Сейчас у нас 85 вузов-партнеров по всей территории Канады. Вы можете на нашем сайте посмотреть или на нашей брошюре, кому нужно, я могу отправить в печатном виде. У нас есть список всех вузов-партнеров. Да, это в основном государственные вузы-партнеры. Что вот это значит партнерство? То, что выпускник ILAC Pathway программы может без сдачи IELTS и TOEFL поступить в вуз, колледж или университет-партнер. Да, то есть IELTS и TOEFL не нужно. С чем я сталкиваюсь, с каким вопросом прежде всего, всегда, когда мы говорим про Pathway, будет ли программа длиться год? Это очень самый распространенный вопрос.
Программа Pathway не является Foundation Year или Year One программой. Это не подготовительная вот в плане Foundation, да? Вы можете здесь учиться и 2 месяца. То есть все зависит от уровня английского языка студента. Сейчас я вам попробую, так, секундочку, показать наш сайт. На нашем сайте есть iloc.com, да, вы можете набрать его потом, после вебинара. В правом нижнем углу есть бесплатный английский тест. Вот, это ссылка на наш тест, он длится 30 минут, и потом студент отправляется на email результат. По результатам этого теста мы смотрим, какая будет длительность программы Pathway. То есть, как вы видите, у нас, здесь не видно, может быть, справа, у нас 17 уровней. Программа Pathway начинается с уровня Pre-Advanced. Если, например, у студента, сейчас, секунду, чтобы поступить в канадский вуз, нужно закончить уровень 15 или 16. Да, то есть, вот видите здесь на чате, не могу полностью показать, вот здесь вот, да, 15 или 16 уровень нужно, чтобы закончить, поступить без экзамена в канадский вуз, как правило. Предположим, тест вы прошли, и он вам показывает, что вы уровня High Advanced, то вам достаточно 2 или 3 месяцев, и вы заканчиваете программу. Вам не нужно сидеть год на подготовительной программе. То есть в этом есть своя красота, да, потому что она достаточно гибкая. Уровень смотрим еще до приезда, чтобы рассчитать заранее, когда нам еще поступить в вуз, да, чтобы подать документы в вуз заранее, чтобы забить за студентом место. Если у вас уровень, я не знаю, pre-intermediate, intermediate и так далее, вам не обязательно ждать где-то дома, учить в своей стране английский язык, пока у вас будет pre-advanced. Вы можете приехать в iLoc, поступить на программу общего английского языка, и потом, как только у вас будет pre-advanced, мы переведем вас на Pathway. То есть вот так это работает. В чем вообще есть фишка программы Pathway? Почему вот у нас в прошлом году 2000 студентов поступило через нас в вузы Канады? Тем, что студенты, они максимально прокачаны, они получают навыки обучения в канадском вузе. То есть здесь это больше даже не языковая программа. Здесь они учат, сейчас я вам покажу, что у них есть исследования, они делают исследования на различные темы. Они пишут экзамены, да, то есть мы рассказываем про техники написания экзаменов в Канаде, они отличаются. Они решают различные кейсы, то есть у них есть case studies, и они их решают либо в группе, либо самостоятельно, в зависимости от задания, и тем самым у них повышается критическое мышление. Пишут различные эссе, презентации на различные темы тоже делают, да. У них есть здесь подготовка к TOEFL, но только потому, что мы хотим видеть, как по международной, да, шкале, всем понятной, у студента прогрессирует уровень английского языка. Да? Но, как вы видите, английскому языку уделено не такое большое количество времени. Более того, вот я на выходных встречалась с нашим преподавателем. Она преподает Pathway в iLoc, она сейчас преподает еще подготовительную программу при вузе. Такие тоже есть программы, да, при учебных заведениях высшего образца. И она видит, что она говорит, что студенты именно iLoc, они более готовы. Во-первых, у нас есть аккуратное распределение студентов по уровням, и во-вторых, программа Pathway была создана именно iLoc, да, изначально. Она очень академически сложная. То есть академически студенты точно будут готовы к канадскому вузу. Не все студенты ожидают вот такой сложности программы, в принципе. Но это делается специально, чтобы они уже наравне с канадцами, иностранцами учились успешно. Да. Что мы вообще делаем как iLoc? Прежде всего, когда у нас поступает заявка, как я уже вам сказала, мы просим, или к вам поступает студент,
просим отправить нам 3 вещи. Это первое, значит, тест. Нужно пройти наш тест английский. 30 минут, я думаю, все могут найти, да? То есть нам нужен результат этого теста. Второе, какое образование у студента уже было, нам нужно это знать. Может быть, он заканчивает 11 класс и заранее хочет поступить уже. Это возможно, да, не забывайте, что это возможно. Не нужно ждать окончания 11 класса, иначе все места уже уйдут, да. Может быть, у вас уже есть бакалавриат, а может быть, уже магистратура. То есть, какое образование было. И третье, какое образование студент хотел бы получить в Канаде. 3 вещи. Тест, какое было образование, какое хотите получить. И после этого наши специалисты отправляют вам варианты обучения. Да, могут даже в разных провинциях, какие есть варианты обучения для конкретного студента. То есть это все индивидуально делается. Создается учебный план. Да, что значит учебный план? Мы видим, что, ага, вы заканчиваете школу там, в июле вы получаете свой аттестат, и уровень у вас, предположим, недостаточный, вам нужно учиться 4 месяца. Да, тогда мы понимаем, что студент на сентябрь физически не успевает. Тогда мы смотрим следующий интейк, январь, да, по конкретно заданным критериям. Да, студент нам говорит, я хочу учить бизнес, а я, может быть, хочу стать инженером и так далее. То есть этот учебный план проговаривается, одобряется студентом, и когда студент уже готов поступать в конкретный вуз, мы просим документы для подачи в вуз и подаем студента в вуз. Либо вы можете самостоятельно этим заниматься тоже, да. То есть нам, как айлаку, это все равно в принципе, да. Главное нам знать, какой у него уровень и насколько вы берете подготовку, чтобы мы его мониторили. То есть с первого дня приезда в айлак студента будут мониторить pathway специалисты. Будем смотреть, посещает ли он, не посещает, как он сдает промежуточные тестирования, да, чтобы он успел вовремя, опять-таки же, в вуз перейти. Также до момента приезда мы получаем условное зачисление в вуз. То есть закрепляем за ним место, мы получаем документ о том, что студент зачислен, и вуз ждет окончания программы Pathway. Это важный очень документ. И иногда, вот не пугайтесь, некоторые вузы настолько медленно работают, это уже не от нас зависит, да, несмотря на то, что мы с ними работаем давно, но вот вузы есть вузы, это отдельная единица. Иногда мы ждем эти письма до 2 месяцев. Я думаю, это нужно знать и предупреждать об этом своих клиентов, чтобы они заранее все делали, потому что, не забывайте, студенту еще нужно будет податься на визу с этим документом, да. Вот. И чтобы он знал, чтобы он не думал, что его кинули, что вот он оплатил какую-то сумму, да, там регистрационный сбор обычно колледжи просят, либо университеты. И регистрационный сбор, кстати, варьируется. Некоторые вузы вообще, в принципе, никаких денег не берут. Некоторые берут там от $200, некоторые берут деньги за первый семестр обучения. Да? То есть студент тоже об этом знает, когда мы вот обговариваем варианты различного обучения в вузах. Поэтому вот имейте в виду, что никто его не кидает, если он все еще ждет там несколько месяцев, да, то и мы ждем вот этого условного зачисления в партнерский университет. И, как правило, для подачи на студенческую визу вам нужно будет 2 документа от 2 учебных заведений. От ILAC Pathway, да, зачисление на Pathway программу, и от вуза, соответственно, условное зачисление в вуз. Ну и там весь основной пакет документов тоже, да, с мотивационным письмом обязательно. Так, что еще? Вот я смотрю просто по слайду. Мы организовываем бесплатные групповые и индивидуальные туры по вузам. Обычно мы проводим их летом, в июне, июле и августе. Мы проводим бесплатные профориентационные туры по университетам и колледжам. Что это значит? Даже если у вас студент приехал к нам в летний лагерь, да, условно, то он может в неурочное время пойти посмотреть вузы с нами. Мы не просто их смотрим, а нам проводят полную экскурсию
по лабораториям, по общежитиям и так далее, да, то есть от и до, по каким-то спортивным секциям, как поступить, какие есть бизнесы внутри конкретных вузов, то есть вот это все мы от и до просматриваем для того, чтобы студенты уже поняли, может быть, Канада – это их будущее, а может и нет, да, может быть, они даже выбирают для себя конкретный вуз во время вот этих вот профориентационных туров, это тоже очень важно. Что еще вам не показала? Это наша пафовая команда. Команда у нас достаточно большая. На самом деле она даже сейчас выглядит немного иначе. Она еще больше. У нас примерно, не соврать бы, около 15 человек в Торонто и около 10 человек в Ванкувере. Видите, какая большая команда. Они занимаются именно поступлением студентов в вузы, мониторингом и так далее. И здесь у вас на экране указаны, ну, наверное, не знаю, видно или не видно, если кому нужно, я отдельно потом отправлю, какие есть вузы-партнеры, они по всей территории Канады, вот тут вот точками отмечены, где географически они находятся, да, вот, что еще вам не рассказала. Если вам нужна будет эта презентация, тоже вам покажу, да, вот как раз-таки мы смотрели с вами в самом начале разницу между колледжем и университетом, да, опять-таки же теория в университете, направленность на работу в колледже, большие лекционные залы в университетах и, соответственно, небольшие до 30 человек в колледжах и так далее. То есть вот нужно уже смотреть, что ближе будет к конкретному клиенту. И по поводу вот средних школ мы немножко сегодня тоже проговорили, да, к нам приходят студенты с 14-15 лет, мы принимаем круглогодично, и мы их готовим к средним школам тоже, да, потому что средние школы, ну, это не является обязательным, как это вот в вузах происходит, но желательным иметь какой-то, ну, более-менее высокий уровень английского языка у студента, когда они поступают в среднюю школу Канады. Ну, считается, что если у них будет хороший английский язык, то и по предметам они будут успевать лучше, да, поэтому они сначала готовятся у нас, а потом поступают вот в вузы-партнеры, школы, средние школы-партнеры, вот они у вас на экране тоже есть. И обращаю ваше внимание на цены, да, то есть это цены в средних школах канадских. Тоже видите, то, что они даже зачастую дороже, чем это будет ваше обучение за год в колледже. Да, поэтому если студент заканчивает среднюю школу в России, там, Украине, Казахстане, то, пожалуйста, он может ее закончить и потом, сэкономив средства, да, эти деньги использовать на обучение в высших учебных заведениях. Вот есть еще, да, школы, которые принимают наших студентов потом на среднее обучение, на среднее образование. Так, в принципе, наверное, это основные моменты, которые я хотела рассказать.